Я такой сделал вывод после войны, что тот, кто хоть раз пехотинец, танкист, летчик, артиллерист ходили в атаку на врага, они герои. Они герои. Где-то в 3 часа 40 минут по всей западной границе появились невиданные фейерверки ракет разнообразных. Зеленые, красные, синие, желтые и так далее. Да что же это за праздник? Нет, это не праздник, а это были сигнальные ракеты немецким войскам, чтобы они перешли границу и вторглись на нашу родину. Загремели танковые моторы, заскрежетали гусеницы, артиллерия наносила свои поражающие удары. Так началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Ленинский райвоенкомат города Алматы нашу группу в составе 38 человек направляет в Первое Харьковское танковое училище. Мы занимались по 12-14 часов. И вот мы прибыли в город Горький, и в Красном Сормове мы получили боевые машины Т-34-85. Много было боев. И вот в июне месяце намечается в конце операции «Багратион» по освобождению многострадальной земли и народа Белоруссии. Ведь каждый 4-й житель Белоруссии погиб во время Великой Отечественной войны. Можете себе представить, какое опустошение населения было? Мне шел 20-й год, когда наш танковый полк первым ворвался в город Брест и Брестскую крепость. Мы были очевидцами таких надписей. Осталась одна граната, живым не сдамся. Мы первыми приняли бой 22 июня 1941 года. Умрем, но не уйдем. И подписи этих ребят. Это вселяло в нас силы, вселяло стойкость, вселяло патриотизм еще выше. Когда мы вышли уже к Брестской крепости, то по главному шоссе города Бреста я заметил «Опель» на большой скорости по этому тракту. Я сразу понял, что это немецкий генерал, потому что наши ездили только на американских «Виллисах». Даю команду механику Володе перерезать. И они хотели свернуть в переулочек. Я выхватил автомат и по задним колесам, по шинам. Подбежали к ним с автоматчиками. И генерал, и его штабники подняли руки, сдались в плен. Мы их обшарили. Я себе еще Вальтер хороший пистолет взял. Кто же оказался этот генерал, потом рассказывали мне ребята из штаба. Это был командир танковой дивизии СС. И вот он проспал, а танковая дивизия драпанула. Второй случай был в Венгрии. Румыны установили пушку прямо на шоссе и веточки поставили. И прогремел выстрел, и эта пушка вдребезги вместе с этим. Я засек откуда. Там сарай был. Командиру батальона доложил. Он говорит, там впереди разведка донесла, что противотанковый ров. Нам надо быть очень осторожным. С разведчиками определили проход, и командир батальона дает мне команду. А вот сейчас ту цель свою поражай. И получается так, что вот этот сарай, и немцы, 2 танка стояли, «Пантера» и «Тигр». Они стояли бортами. В основном немецкие танки мы поражали в борт. Лобовая броня очень была
сильная, непробиваемая. В боекомплекте нам давали по 8, а последнее время по 10 подкалиберных снарядов. Если мы говорим калибр 85, то этот сердечник вольфрамовый был под калибром, а сам снаряд, который шел по нарезам пушки, он был из металла не твердого. И когда ударялся снаряд, то этот металл мягкий, как в лепешку, и не давал этому подкалиберному снаряду рикошета, как бы направляющий был. Слышу, загудели моторы у них, и они начинают пятиться. Я даю команду заряжающему бронебойным. Он есть бронебойным, снаряд уже там. Огонь бронебойным. Загорелся. Второй тоже отходит, опять ему в борт. 2 танка, просто-таки в считанные минуты были уничтожены. Каждый бой – это есть сражение не на жизнь, а на смерть. И вот в одном из танковом бою я был тяжело ранен 12 октября 1944 года. И затем медкомиссия направила меня в центр бронетанковых войск в Москву, где я встретил победу, и там же я был включен в участие парада Победы 24 июня 1945 года. Жуков выезжает с Спасских Кремлевских ворот и следует к мавзолею, где его встречает Рокоссовский. Когда только цокот копыт услышали, сердце начало в унисон с ними, с этим цоканьем биться. Я так не волновался перед боем, а тут, казалось бы, парад, радость, все это. Нет, волнение было во 100 крат больше. По 4 танка в ряд, 5 рядов. Мой танк шел к мавзолею 3-м. Я из башни, люк открыт, приветствовал Сталина и всех. В тот майский день 1945 года, когда закончилась война, и все стволы полили в счет салюта, в час торжества была одна, особая для наших душ минута. В краю далеком, в дальней стороне, под гул орудий мы прощались с теми, которые погибли на войне. Нас эти залпы с ними разлучили. И тишиною потрясен солдат, открывший миру двери, не верил в день, в который он 4 долгих года верил.